Здравствуйте, друзья и подписчики нашего канала. Меня зовут Виолетта Озеркан, и вы на канале Вита и Млад. В этом видео мы поговорим с вами о сдаче квартир в долгосрочную аренду. Сейчас у нас сдается комплекс Блюестин, и поступает очень много запросов от наших клиентов о том, что сдавать квартиру в аренду, не сдавать квартиру в аренду, с какими трудностями можем столкнуться, есть ли опасность того, что можем не выселить жильцов, вообще какие нас ждут ситуации, как происходит вообще весь этот процесс, как мы будем с вами сотрудничать. И вот мы постараемся в этом видео осветить все эти вопросы, мы осветим ситуации, с которыми могут столкнуться арендодатели. И вообще в этом видео мы будем выступать в первую очередь адвокатами, скажем так, именно арендодателей, потому что, как известно, в Турции закон на стороне арендаторов. И закон и так их сильно защищает, поэтому мы решили осветить ситуацию именно со стороны арендодателей, то есть собственников жилья, как им защитить себя, как правильно и грамотно составить договор, какие предпринять шаги, чтобы не возникло трудностей с выселением арендаторов. И подспудные с этим все вопросы мы постараемся раскрыть в этом видео. Начнем с первого вопроса, который поступает от наших клиентов, от наших знакомых. Сдавать, не сдавать. Ну, тут нужно принимать решение самим. Если спрашивать мое мнение, если вы являетесь инвестором, в свое время купили квартиру, и она у вас просто стоит, и сейчас не самые лучшие времена, чтобы продавать эту квартиру, я считаю, что лучше сдавать. Да, есть определенные риски, но если вы работаете с профессионалами, то вы эти риски, если не исключите, то максимально минимизируете. Нужно понимать, что если вы являетесь первичным собственником квартиры, то при сдаче комплекса вас ждут определенные финансовые затраты. В первую очередь это будет назначен айдат, коммунальные платежи, ежемесячные. Затем может назначен быть какой-то дополнительный сбор, который называется демирбаш, какие-то первичные подключения абонементов. Если, например, вы даже не будете подключать электричество и воду, хотя воду вам в любом случае нужно будет подключать именно к городскому водоканалу, и это опять-таки дополнительные какие-то финансовые вливания, вам нужно будет оплачивать налог на воду первичный, на какие-то оплаты за первичное подключение. Также, если комплекс газифицирован, тоже нужны определенные финансовые вливания. Если этот комплекс обеспечивается какой-то единой системой, то есть это не индивидуальное газовое отопление, а общее, то вам тоже нужно будет оплачивать все эти общие сборы, живете ли вы в этой квартире или не живете. Поэтому, когда мои клиенты спрашивают меня, сдавать ли мне мою пустую квартиру, я говорю, что я бы на вашем месте сдавала. Да, есть определенные риски, но которые мы постараемся максимально обойти. Если вы очень сильно переживаете, и если вы будете концентрироваться только на том, что вы, возможно, столкнетесь с такими-то трудностями, это введет вас в стресс, тогда лучше пусть она стоит и ждет своих времен, когда вы ее продадите, да, если для вас это инвестиция, опять-таки. Все, я думаю, что с этим вопросом мы решили, вы принимаете конечное решение, сдавать или не сдавать, я за то, что сдавать. Но еще раз, смотрите, не хочу, чтобы вы поняли меня как-то неправильно. В этом видео я не хочу рекламировать свои услуги как риэлтора, который занимается сдачей квартир в аренду. Вот честно вам сказать, это не самый такой большой доход можно получить от этого, это очень такое хлопотливое, скажем так, занятие. Основной доход мы получаем все-таки с продажи. Это вообще на самом деле многие это знают. А именно сдача квартир в аренду, это уже как наш, можно сказать, больше даже такой постпродажный сервис. Да, конечно, мы берем за это комиссию, потому что дело это хлопотное, ответственное, серьезное. И к этому нужно серьезно подходить. Конечно, мы берем комиссию, но поверьте мне, друзья, она не стоит того, чтобы мне сейчас распыляться и рекламировать себя именно как риэлтор, компанию, которая занимается сдачей квартиры в аренду. Посыл этого видео вообще не в этом, а совсем в другом, чтобы вы, если вы все-таки решили сдавать свою квартиру в аренду, чтобы вы максимально безопасно
к этому подошли, то есть чтобы вы максимально себя обезопасили. Итак, вы решили сдавать квартиру в аренду через наше агентство только в том случае, хочу пометить, если вы являетесь нашим клиентом. Если вы не являетесь нашим клиентом, мы не будем браться за сдачу вашей квартиры в долгосрочную аренду. Вот. Если вы являетесь нашим клиентом и хотите сдавать, вам нужно начать с того, чтобы вы либо приехали сюда и когда вы, например, приедете на оформление, вы можете оставить доверенность на наших сотрудников, чтобы мы могли заниматься вашей квартирой именно с целью сдачи ее в долгосрочную аренду. Оформляется эта доверенность, конечно же, у нотариуса. Сразу скажу, что я не могу прям точно озвучить, сколько стоит оформление доверенности у нотариуса, потому что здесь все зависит от конкретного отделения и так далее. Но в среднем цена будет, наверное, варьироваться на такую доверенность от 2500 и выше. Можно ли оформить доверенность удаленно? Да, можно, через турецкое консульство. Вы можете обратиться в ближайшее к вам турецкое консульство, узнать у них, могут ли они оформить вам доверенность на наших сотрудников, да, для того, чтобы мы могли заниматься вот вашей квартирой. Вот. Не во всех консульствах вам могут ответить положительно. Опять говорю, что есть консульства Турции, например, в Европе, где что-то они там выдают, что-то не выдают. Опять-таки это все будет зависеть от конкретной страны и консульства в этой стране. Как происходит взаимодействие и работа между арендодателем и агентством недвижимости, либо риэлтором, которые будут впоследствии заниматься сдачей квартиры в долгосрочную аренду? В первую очередь мы договариваемся, какая комиссия будет у агентства. В Турции, как правило, это одна месячная оплата, и берется она, как правило, с арендатора, но иногда по договоренности ее могут разделить и арендатор, и арендодатель. Это уже в процессе диалога и переговоров происходит, но, как правило, все-таки арендатор. Вот. Когда агентство берет комиссию свою в качестве одной месячной оплаты, что входит в услуги агентства? В первую очередь это подбор арендатора, то есть это нужно будет дать какие-то объявления. Объявления у нас платные, как известно, да, и в этом случае, как правило, агентство берет на себя размещение этих объявлений. Но также это все может обсуждаться индивидуально. Затем организация просмотров квартиры и проверка личности арендатора. Ну, это такой, скажем так, формальный вопрос. Каким образом мы можем подобрать? Конечно же, мы смотрим просто, вот смотрим на человека, адекватный, неадекватный, студент ли это, или это семейная пара, да, есть ли образование, нет ли образования. Здесь, в принципе, об этом можно спрашивать, это приличный вопрос, и как бы, если человек образованный, это какая-то, знаете, уже такая немного, можно сказать, гарантия того, что человек будет себя адекватно вести, вовремя оплачивать, если это, например, госслужащий, там, адвокат или врач. Но, конечно же, это все человеческий фактор, и не всегда даже наличие образования и кучи дипломов и даже каких-то званий не гарантирует, что человек будет себя адекватно вести. Поэтому вот этот пункт, он, конечно, такой со знаком вопроса, насколько мы можем, ну вот насколько можем максимально выполнить в этом свою работу, подобрать хороших клиентов, мы, конечно, будем стараться, но никто не застрахован от того, что с виду это приличный человек, а окажется каким-нибудь там, не знаю, прохиндеем, с которого нужно будет выбивать аренду и так далее. Но, слава богу, такие случаи вообще исключение. Но еще раз хочу сказать, что уже на этапе того, что вы поняли, что вы хотите сдавать квартиру, нужно принять тот факт, что, возможно, в вашей квартире нужно будет делать какой-то косметический ремонт, потому что там будут жить люди, люди могут что-то там, не знаю, поцарапать стены, они там, не знаю, уронить, разлить чай, кофе там и так далее, и что, в принципе, после того, как клиенты выезжают, можно, кстати, по договоренности вписать пункт о том, что арендаторы там покрасят после себя стены и сдадут ее в первозданном виде, вот как она была, так и осталась. Это тоже можно будет такой пункт вписать, опять-таки все это согласуется.
еще на этапе составления договора. Так как мы говорим о долгосрочной аренде, в Турции в долгосрочную аренду квартиры сдаются в основном без мебели. И я своим клиентам также советую сдавать ее без мебели, но все же предметы первой необходимости какие-то нужно будет купить. Что, например, вот исходя из опыта, да, что требуют арендаторы в первую очередь? Это, конечно, газовая плита. Застройщики, как правило, у нас здесь сдают без газовой плиты, без духового шкафа. И, как правило, тройка какая-то самая недорогая, но должна быть. То есть это газовая плита, духовой шкаф, вытяжка. Второе, что просят обычно арендаторы, это какой-то водонагреватель. Вы можете сразу поставить большой, если вы там планируете ее сдавать еще долго, там, или будете, возможно, сами туда летом приезжать, да и пользоваться. Либо поставить небольшую, маленькую, самую недорогую 5-минутку. Опять-таки все обсуждается с арендатором и с вами. Затем, конечно, попросят поставить, скорее всего, москитные сетки, потому что в межсезонье здесь бывают насекомые, комары, да. Вот. Ну, в принципе, и все. Может быть, попросят какие-то лампочки вкрутить, да, чтобы было освещение. Вот. А так, в принципе, вот этим и ограничиваются. Кто-то может попросить поставить кондиционер. В принципе, это логично, если вы не планируете эту квартиру продавать, да даже если вы планируете продавать, вот эта вот установка кондиционера, в то же время его там выкорчевывать нужно будет потом из этой стены, останутся эти дыры в этой стене, да, вот. Но это уже решение арендодателя, да, устанавливать, не устанавливать. В принципе, учитывая то, сколько стоит сейчас кондиционер, я бы, наверное, не вкладывалась в это. Так как мы выступаем сейчас, конечно, адвокатами именно арендодателей, да, я бы, наверное, не вкладывалась. И следующая обязанность риэлтора – это, конечно, подготовка договора аренды. И вот именно здесь я бы хотела сделать большой акцент и обратить именно на это внимание. Вот самое важное в работе между арендодателем и арендатором – именно вот этот пункт. Насколько грамотно юридически будет составлен договор, настолько вы в дальнейшем можете там избежать или нажить себе каких-то проблем. И именно поэтому очень важно обращаться в профессиональные агентства недвижимости, а не просто к людям, которые со стороны здесь пожили 10 лет и все, они здесь знают и так далее. Важно, чтобы это и были именно профессионалы в своем деле. На самом деле даже самый супер грамотно составленный договор аренды не защитит вас, если у вас нет еще одного документа, который тоже нужно заверить у нотариуса. И об этом на самом деле знают не все и часто потом сталкиваются с большими проблемами. Тахлие таахют намесы – это нотариально заверенное обязательство арендатора освободить квартиру в определенный срок. По-русски можно перевести как обязательство на выселение или гарантия освобождения жильца по окончанию аренды. Зачем он нужен, этот документ? В Турции по закону, как мы уже говорили с вами выше, государство защищает права арендаторов, и выселить человека просто по желанию собственника бывает невозможно, даже если истек срок договора. Так вот, этот документ будет вас защищать. Чтобы избежать проблем в будущем, нотариус предлагает взять с арендатора дополнительно к договору тахлие таахют намесы как дополнительную юридическую страховку. Это очень важно, и поэтому давайте еще раз с вами вот прямо обозначим по пунктам, как работает тахлие таахют намесы. В первую очередь арендатор подписывает этот документ отдельно от договора аренды. Иногда вас могут склонять к тому, чтобы вписать это в договор, да, как в виде текста, что арендаторы обязуются покинуть квартиру в определенный срок. Но это так не работает. То есть суд это будет рассматривать, это может рассмотреть, а может и не рассмотреть. А если это будет отдельный документ, заверенный у нотариуса, суд обязательно примет этот документ, и в этой ситуации вы 100% выиграете, и арендаторы в короткий срок должны будут покинуть вашу квартиру. Итак, в нем он соглашается, вот в нем, в этом документе, арендатор соглашается освободить квартиру к конкретной дате. Еще раз давайте прям вот, этот документ заверяется у нотариуса. Вы можете
в частном порядке в агентстве недвижимости подписать этот документ и не заверять у нотариуса. Сейчас вот, кстати, мы к этому вернемся. На самом деле здесь вот тоже 50 на 50. Суд может и рассмотреть этот документ, и были случаи, когда, прям вот реальные случаи наших знакомых, которые выигрывали дело с этим документом, который просто был в частном порядке подписан. Вот. Но есть сведения, что суд может и не принять к рассмотрению вот именно этот документ, так как он не был заверен у нотариуса. Поэтому, если такая возможность есть, лучше пойти и заверить у нотариуса. Заверять его именно должен идти арендатор. Поэтому здесь вот и будет заключаться работа риэлтора в том, чтобы договориться с арендатором так, чтобы убедить его, что мы должны пойти и подписать, потому что этот документ будет защищать нашего собственника, и без этого он ни под каким предлогом не согласится сдавать свою квартиру в аренду. Но тут есть еще один важный нюанс. И как всегда, все у нас как и работает в Турции. Смотрите, важно, документ должен быть подписан не в один день с договором аренды, а хотя бы на день позже. Это требование закона, иначе суд может его не признать. То есть, по сути, это является юридической ловушкой. Опять-таки, для кого? Для собственника. И что же нам делать в этой ситуации? То есть, какая ситуация может произойти? Допустим, вы на словах там, с риэлтором и с арендатором договорились, что арендатор готов подписать вот этот документ, да, который будет вам гарантировать его выселение в определенный срок, тахлие, тахут на миссию. Он сказал, да, я обязательно подпишу. Вот давайте сначала договор аренды заключим, а по-другому никак и не получится. То есть мы должны сначала заключить договор аренды, и уже на его основании можем требовать от арендатора подписать вот этот документ тахут на миссию. Вот. Но опять-таки, как говорит закон, гласит закон, сделать это можно, и это будет законно, если он будет подписан только на следующий день. И только в этом случае суд уже будет это рассматривать как серьезную, да, какой-то документ. И что же нам делать в этой ситуации? Мы же не можем предсказать, да, и сказать, что вот мы сегодня идем к нотариусу, подписываем этот договор, арендатор клянется, божится, что он завтра пойдет и подпишет, там, пусть вместе с риэлтором, а потом начинаются какие-то отговорки и так далее, а уже есть договор, который будет защищать интересы арендатора, и он уже должен будет заселяться согласно ему этому договору. Как же в этой ситуации избежать вот этой юридической ловушки нашим драгоценным арендодателям? Ну вот из опыта, по сути, это юридическая ловушка, которая государство дает возможность, да, такую, опять-таки защищает арендаторов. Как мы выходили из этой ситуации? Мы, опять-таки, прежде чем заключить договор, мы говорили, смотрите, для нашего собственника очень важно подписать этот документ. Он очень переживает по этому поводу. Поэтому наше условие такое. Давайте мы сначала подпишем в частном порядке, пока без нотариуса. Мы подпишем с вами вот этот документ тахлие тахют на мисе. А как я вам говорила ранее, что суд может рассматривать этот документ. Все равно это документ. Там есть подпись, да, живая подпись человека будет. Вот. И это уже все равно будет сложно оспорить. Но, конечно, чтобы довести и поставить, именно придать ему более юридическую силу, нужно будет заверить у нотариуса. Человек подписывает этот документ, мы идем с ним к нотариусу, составляем договор, уже аренда между собственником, мы будем являться в этом случае так доверенными лицами собственника, скорее всего, да, по доверенности, и между арендаторами, и уже тут надеемся на порядочность арендатора, и если это нормальный человек, то по нашему плану мы идем на следующий день уже к нотариусу и уже заверяем вот эту бумажку, которую мы в частном порядке подписали, мы заверяем ее у нотариуса, именно тот документ, который будет гарантировать, да, и защищать нашего арендодателя. Вот. Если вдруг арендатор не согласится, будут какие-то уговорки, если вдруг такое произойдет, по крайней мере, у вас на руках будет документ, который заключен в частном порядке, и он все равно имеет определенную юридическую силу. Следующая обязанность риэлтора – это согласование условий между
собственником квартиры и арендатором. Здесь, я думаю, не нужно сильно останавливаться. Иногда мы помогаем подключать коммуникации уже нашим арендаторам. Это уже будет касаться наших взаимоотношений с арендатором. То есть подключить электричество, воду, это без проблем. Наша компания это все, например, предоставляет все эти услуги. Теперь следующий важный вопрос. При данных условиях, согласованных между арендатором и арендодателем, собственником, отвечает ли риэлтор за имущество? Конечно, нет. Риэлтор физически не может за это отвечать. Он не может, ходить, следить, как-то там, не знаю, не может отвечать за действия арендаторов. Поэтому, конечно, риэлтор за это не отвечает. Вот. Единственное, если у вас условия немного другие работы, их тоже можно заключить. Это уже называется как управление недвижимостью. По-турецки это называется имлак йонтеми. Это уже отдельная услуга. Вы можете договориться, например, чтобы риэлтор вам нашел арендаторов, их заселил, составил грамотный договор, все это вам подписал, помог, оформил абонементы, на арендаторов. Вот. И если вы хотите, чтобы риэлтор дальше вел вашу квартиру, это уже отдельная услуга, и она уже совершенно по-другому оплачивается. Там берется процент с месячной оплаты. И не каждый риэлтор на себя, например, возьмет такую работу, потому что нужно понимать, что даже если он возьмет на себя эти обязательства, каким образом он будет контролировать? То есть он же не будет ежемесячно там приходить, смотреть и так далее. Может и будет, но как это будет выглядеть, я бы, например, на себя такую ответственность не взяла. Конечно же, мы максимально будем стараться все зафиксировать, в каком состоянии была квартира, максимально грамотно пропишем, чтобы в каком состоянии она была, в таком он и сдал, но если это будут какие-то судебные тяжбы, там, не знаю, и так далее, тут уже мы, к сожалению, не всесильны и не можем гарантировать вам полной безопасности в этом ключе. Но что от нас требуется максимально, как только мы можем юридически все это обезопасить, конечно, мы на все 100% сделаем для своих клиентов. Еще раз повторюсь, друзья мои, пожалуйста, не воспринимайте мое видео как рекламу услуг по сдаче в аренду, упаси Господь, потому что это очень хлопотное занятие, и просто сейчас на самом деле поступает очень-очень много вопросов от наших клиентов любимых, и, конечно же, для своих клиентов мы такую услугу будем делать. И в первую очередь я сняла это видео для наших клиентов, для клиентов агентства недвижимости Vita Imlak, потому что от одного поступает такой вопрос, потом он вспомнил, еще задал, и чтобы мы все это объединили в одно видео, мы именно такой посыл был изначально для того, чтобы мы это все с вами здесь обсудили. Многих из вас, конечно, волнует вопрос, какова сейчас месячная арендная плата в среднем, в районах Тумюк и Арпач-Бахшиш. Наши объекты находятся в основном в этих районах, поэтому мы говорим именно про эти районы. Итак, 1+1 в среднем сейчас можно сдать в месяц за 10-12-13 тысяч. Квартира 2+1 можно сдать от 14 тысяч лир в месяц до 20 тысяч. Все будет зависеть от локации, опять-таки, сколько вы там вложили, поставили вы маленький нагреватель, поставили вы большой нагреватель, опять-таки, что вы там согласовали и так далее. Но в среднем цены такие. И в завершении давайте с вами вернемся еще раз к тому, вопрос жить или не жить, быть или не быть, вот в чем вопрос. Сдавать или не сдавать, в первую очередь принимаете решение вы. Не перекладывайте ответственность на вашего риэлтора. Не думайте, что если вы заключили с ним договор, то все, он будет пасти вашу недвижимость, и будет он ходить и сторожить этих арендаторов, и если надо будет, придет их там выгонит с веником, не знаю, или с чем. То есть это нужно понимать, что мы не всесильные риэлторы. Важно обращаться к профессионалам, очень важно составить грамотный договор, все зафиксировать, максимально сфотографировать квартиру, какая была до и после, вписать, что допустим, арендатор обязуется все это покрасить и так далее, это все вписать в договор. И главное, подписать этот документ тахлия тахут на месси
И вот, в принципе, на этом услуги риэлтора заканчиваются, да, ну и, конечно же, заниматься подбором для вас арендаторов, поверьте мне, это тоже очень хлопотное занятие, а конечное решение, сдавать или не сдавать, только за вами. Ну а я желаю вам, друзья мои, в окружении побольше адекватных людей, пусть неадекватные люди, арендаторы обходят нас стороной, идут какими-нибудь другими дорогами, а к нам приходят только самые лучшие и любимые, вот как наши все клиенты практически. Я желаю всем самого наилучшего, с любовью из Мерсина. Пока-пока!